Всем привет! Я Вадим Безделев. Сейчас давайте посмотрим, сделаем базовый анализ, какие могут быть кармические задачи в дате. Напишите прямо сейчас свою дату рождения, потому что именно в дате рождения у нас находится вся информация о том, что делать можно и чего делать ни в коем случае не нужно, чтобы не было проблем, чтобы не было безденежья. Потому что во Вселенной абсолютно каждый человек, он заслуживает быть счастливым, заслуживает быть богатым, любимым. И дата рождения – это навигатор, это путь. Нумерология не сделает ничего за вас, но она скажет, куда идти, где встретить свою любовь. Ну а сегодня мы про кармические задачи. Возьмем дату. Например, вы родились 21.10.1981 года. Вот, казалось бы, 8 цифр. Что из них можно понять? Давайте смотреть. Если у вас в дате есть хотя бы одна цифра 1, то вы пришли сюда с миссией что-то созидать, творить и перебороть свой тотальный глобальный эгоизм. Скорее всего, такая личность, у которой много единиц, как в данном случае, в этом примере, это будет человек очень эгоистичный, очень, который для себя все собирательный, ему важно только свое какое-то индивидуальное благо, и поэтому он может обижать других людей. За это денег не будет, за это не будут получаться какие-то проекты, какие-то мечты, они просто тупо не будут сбываться. Или даже если будут, то счастья не будет, смаковать человек не сможет. Подумайте, замечали ли вы таких людей у себя в жизни, есть ли они у вас? Я уверен, что 100% они у вас есть. Если цифра 2, если у вас в дате есть одна цифра 2 или их несколько, это говорит о том, что одна из 8 главных ваших задач заключается в том, чтобы научиться помогать другим, научиться направлять других, научиться другим быть опорой, поддержкой, шеей, заботой. Подробно как достигаете? Здоровье налаживается, с семьей все в порядке становится, болезнь не уходит, потому что, запомните, всегда болезнь дается во благо, но бывают болезни, которые с нами с самого детства или которые происходят по вообще совершенно непонятным причинам. Почему это? Потому что вы не идете по своему предназначению, вы какие-то свои задачи не выполняете, не знаете, не думаете, не принимаете во внимание, забиваете хрен на это, что угодно, но вот здесь все ответы. Потому что когда мы рождаемся здесь, в этой жизни, у нас нет ничего, но есть дата рождения, и о ней мы можем уже описать, что у вас будет. Поэтому еще раз повторюсь, двойка – это про то, чтобы быть партнером, помогать другим, изучать какие-то тайные науки, тайные знания, владеть им, хранить и направлять, мотивировать. Оцените себя, делаете это или нет. Давайте посмотрим дальше. Если у вас в дате есть цифра 3, да, ну в этой дате нет, а вдруг она есть у вас, напишите, кстати, мне в комментарии, чтобы я увидел, то тройка, она, конечно же, про детей. То есть для вас ребенок в бизнесе это результат какой-то, это какое-то дело, это какой-то проект, а вот в семье на уровне нашего бытия это всегда ребенок, это всегда дети, это забота за ними. И если вы не совершаете такую заботу, если вы не стремитесь помогать детям, то могут накрываться какие-то сделки, программы, проекты. Если вы вредите детям, если вы дома поругались со своим сыном или дочерью, потом пошли на работу, у вас не заладится на работе просто только потому, что вы идете против своей базовой потребности, базовой ценности, вот той задачи, с которой вы родились. Откуда они? Ну, в прошлом подзастались, в прошлой жизни делали что-то не так. И вот здесь эти ключи, если вы нажимаете, да, вот как по нотам, и если вы их активизируете, то у вас тогда открываются все блага. Причем, не верьте. Вот потому что я говорю, просто тупо не верьте. Идите проверяйте. Чуть-чуть поживите по этой мотивации, вы увидите, как у вас поменяется ситуация, у вас в семье порядок настроится. А представьте, как было бы здорово знать заранее, за кого замуж выйти жениться, куда на работу устроиться, потому что мы так и работу можем считать, и будем делать это на мастер-классе, и будем считать и документы, и социальное предназначение, то есть и свое внутреннее, и про деньги, и про любовь, и про секс проговорим с вами. То есть вот здесь все ответы. Почему? Потому что мы с вами уникальны. Эти 8 цифр, они у всех разные. Они показывают каждому из нас, что делать для того, чтобы достичь своих сундуков с сокровищами.
Но если вы выбираете по-другому, если вы совершаете ошибку, вам останется только смаковать кизяк. Давайте посмотрим дальше. Когда у нас в дате рождения есть цифра 4. Цифра 4, она про то, что нужно образовать стабильность, образовать фирму, предприятие, государство, какой-то проект, холдинг, заниматься недвижимостью, построить дом, посадить дерево. То есть ваша главная задача в жизни сформировать стабильность для себя, для своего рода, для своих родственников и помочь это сделать другим людям. То есть вы должны даже примером в каком-то смысле стать. Но если вы этого не делаете, если вы чешете нос, думаете, блин, а зачем оно мне? Хочу ли я, могу ли я, овно ли я, магно ли я? Да, то и не происходит. То пока вы думаете, ничего не происходит. Что делает четверка? Она просто идет и работает, а в какую-то серьезную корпорацию за 10 тысяч рублей в год, проверьте, не вы ли это, и все, и сидит на соцпакете, при этом абсолютно нереализованный. Друзья мои, вам можно по-другому. Вашей вины в том, что вы не знаете, нет. От вас просто скрывали эту информацию. Давайте разберемся, это знание тибетской астрологии и тибетской нумерологии. Давайте вот здесь разберемся и поймем, что же делать. Ну и, конечно, четверки должны защищать природу обязательно. Если вы вредите, если вы едете на шашлычок, тогда, когда самоизоляцию запретили, еще и портите там, хуже себе сами просто сделаете. Потом не удивляйтесь, откуда появились спонтанные болезни, мигрень, голова или еще что-то, и вы, о чудо, не пошли на работу и не заработали, и не срослось. Вот это очень важно знать. Но давайте дальше. Если пятерка, да, вот здесь тоже пятерки нет, но она может быть у вас одной из 8 цифр. А у кого так, тоже пишите. Кстати, вы для себя 100% узнаете массу интересной, полезной информации и сможете помочь не только себе, но и своим мужьям и женам, своим детям, близким, чтобы правильно их направлять. Я уверен, что вы хотите, чтобы из ваших детей получилось что-то стоящее. Уверен. Потому что мы с вами во многом пережитки 20 века, и я тоже хочу, чтобы мои дети и внуки жили счастливо. Поэтому я открываю эти знания максимально популярно, чтобы все могли пользоваться, и вот так вношу свой вклад в этот мир. И в этом задача пятерки. Задача пятерки — понять, что духовное, оно выше, чем материальное. Это не значит отказаться полностью от денег, домов, квартир и так далее. Да не про это вообще, а про то, что в ценностях, в общении у вас должно быть на первом месте человечность. Вы должны быть за людей, за то, чтобы людям помогать, вдохновлять, направить, быть ментором, коучем, помощником, душевным лекарем и так далее. Вот в эту сторону идти. Если у вас много здесь пятерок, то в этом ваша большая глобальная миссия, потому что у вас сила, которой вы можете побудить других к изменению. Но если вы это не делаете, если вы только сидите и цветочки выращиваете, то извините, ничего, кино не будет. И интересного ничего не будет. Почему? Можно не идти по предназначению. Да, пожалуйста, не идите. Но просто тогда у вас счастье, изобилие, процветание совсем не будет. Давайте посмотрим дальше. Шестерка. У нас осталось 6. И опять же, здесь шестерки нет, но шестерка, она про то, чтобы творить в этот мир красоту и вносить гармонию. Здесь просто нужно тупо проанализировать свои действия. Если каждый день вы гармонию не вносите, если вы не транслируете гармонию, гармония к вам в ответ не может прийти. А за гармонией скрывается вторая стадия — это любовь. А теперь, внимание, вопрос. Есть у вас любовь в жизни? А любите ли вы кого-то? Или вам кажется? А любят ли вас? Или вам кажется? Так, дальше. Если цифра 7, то вот это путешественник, и, конечно, сейчас в условиях всемирного кризиса вот этим людям сложнее всего. Если у вас много семерок, я вас понимаю, да, это про то, что нужно путешествовать, творить, заниматься творчеством, кином, музыкой, архитектурой, живописью, то есть всеми возможными вариантами творческими заниматься, транслировать это другим людям, учить, создавать, находить за границей, за пределами своего места, где вы родились, что-то новое и приносить сюда, в то место, где вы родились. Потом обязательно переехать или передвигаться постоянно. Так семерка, она закручивается, она начинает жить, она раскрывается, как бутон лотоса. Вот в этом задача. У восьмерки
Еще у нас есть одна интересная цифра, это 8. Вот видите, здесь, например, вот он, да, вот она, восьмерка. Ну, других цифр здесь нет. Есть куча единиц, двойка, восьмерка, девятка. Восьмерка, она про то, чтобы быть защитником. Восьмерка — это те, кто защищает, оберегает, те, кто устанавливает стандарты. Это двойная четверка, то есть это еще больше недвижимости потенциал, еще больше потенциал денег, еще больше вы должны излучать родовые ценности. Люблю маму, папу, семью, род братьев, сестер, наплодиться, всем своим родным, всех оберегать, защищать и показывать, учить этому других людей, своих детей, чужих детей. И конечно, восьмерка — это еще системная цифра, то есть через проработку связи системы, через работу в системе вы тоже можете реализоваться. Но это не значит, что вы должны получать 10 тысяч рублей в год. Это не значит, что во Вселенной нет кредитной линии, нет какого-то ограничения для человека. То есть тебе можно, тебе нельзя. Тебе можно, тебе нельзя. Нет такого ограничения. Его абсолютно не существует. Поэтому ваша задача просто брать и делать, проанализировать все цифры и достигать супер крутого результата. Тогда вы будете счастливы. Тогда вы реализуете свое предназначение. Тогда у вас прям вот попрет по всем фронтам. Ну и девятка, вот тоже здесь, видите, девяточка. И, кстати, у всех, кто родился в 20 веке, эта задача есть, и единица, и девятка. То есть эти 8 цифр — это как 8 пальцев, да, это 8 кусочков в вашей жизненной корзине. Да, и у вас, рожденных в 20 веке, у нас есть единичка и девятка. То есть мы эти задачи на 1/8 должны выполнять. Но есть еще все остальные. Поэтому вопросы из серии «А почему вот у всех в 20 веке задача 1,9?» Потому что. Ответ — потому что это такая эпоха, когда мы должны в мир принести счастье через программу 1.9, а уже в 21 веке у всех программа 2. То есть учиться партнерами, посмотреть, что происходит в мире. Но вернусь к девятке. Задача у девятки — духовное мастерство. Это благотворительность, это щедрость, это забота о ближнем, это милосердие, сострадание, миролюбие, это наставничество, это обучение. Если вы просто тупо клепаете изделия на заводе, вы девятку не реализуете. Вам нужно понять, что ваше предназначение — достичь какого-то большого результата в любой профессии, которую только хотите, но затем это транслировать другим, стать примером для других, научить мастерству других, чтобы воспитались мастера. У меня, в частности, девятка, поэтому я всех учу нумерологии, астрологии, таро, максимально повсюду, везде. И, пожалуйста, верьте только себе, верьте в себя и проверяйте все знания, которые получаете. Тогда вы сможете прям кайфовать, смаковать от жизни. А я обещаю, что вам будет очень интересно. С вами был Вадим Гезделев, профессиональный нумеролог, эзокоуч. Я вас приглашаю. До встречи.